Приветствую тебя, мой дорогой зритель, это канал Trash History, и сегодня я хочу поговорить о бывшем президенте России Борисе Ельцине, но необычным способом, а именно поделившись с тобой своим мнением касательно данной личности и открыв дискуссию в комментариях. Сам Ельцин противоречивая фигура в истории, одни считают его героем, другие предателем, однако у меня свое мнение касательно этого вопроса, и если тебе также интересна личность Ельцина, то присаживайся поудобнее, ибо мы начинаем. Ельцин – это политик, изменивший на корню историю России на до и после, совместно со своим коллегой по имени Михаил Горбачев, о котором я тоже сниму выпуск. Ельцин был простым проходимцем из города Екатеринбург. Он дослужился до высоких постов и через время стал мэром Москвы благодаря своим талантам. Своей харизмой и желанием менять страну ногами кверху он привлек к себе народные массы, уставшие от произвола советской системы, дефицита, неправды, а также засилию неэффективных кадров у власти, которым давно уже была пора на пенсию. Ельцин видел со многим надежды, ведущий на путь демократии и улучшения жизни, и потому он считался Моисеем, который разведет море и поведет россиян по земле возможностей. Ради него люди выходили на множество забастовок, сорвали путь к КЧП, окончательно поставив крест на России, как на сверхдержаве. Почтили ему многие лишения в стране, с которыми столкнулись, лишь бы он ответственно руководил страной. Но вместо этого народ увидел лицемерие, пьянство, подрыв государственной репутации, ухудшение экономики куда худшее, чем было при той же советской власти. Страна разваливалась на глазах, а с каждым годом разгорались все новые и новые военные конфликты, которые несли смерти и ставили крест на возобновлении Советского Союза и российского контроля над многими важными регионами. Также в народе появилась коррупция. Ельцин даже и не пытался как-то исправить ситуацию, и под лозунгами «берите свободу столько, сколько сможете отхватить» создал своеобразную анархию в стране. В течение 2 сроков он уверял россиян в том, что все это временные меры, что стоит подождать, как Россия расцветет, словно феникс из пепла. Он до последнего дня обманывал граждан, что никаких экономических кризисов и дефолтов не будет. Но в 1998 году случился дефолт, окончательно ввергнувший Россию в панику и безнадегу, а постоянная мобилизация срочников с дальнейшей отправкой на войну в Чечню лишь подливала масло в огонь. Правление Ельцина не нравилось многим уже сразу, как только оно началось. На него делали множество покушений и часто протестовали против принятых им же законов. Порой он даже сам осознавал свою беспомощность в этом вопросе и прибегал к диктаторским замашкам, против которых сам же и боролся. Атака российского Белого дома тому подтверждение, когда Ельцин по сути узурпировал власть. Многие считают Ельцина предателем, указывая именно на то, что я озвучил в данном ролике. И многие его заслуги, вроде перехода на рыночную экономику и преодоления дефицита, с окончательным решением зернового кризиса, игнорируются россиянами, большинство из которых не имело ни гроша за пазухой в то время, чтобы хоть как-то прокормиться. Россиянам даже приходилось просить гуманитарную помощь у США и, вдумайтесь, Украины, ибо свое производство не справлялось. Настолько сильно скатилось государство при эпохе данного человека. Однако лично мне Ельцин больше всего вспоминается за пьянство, ибо я такой человек, который очень чтит имидж любого государства. Для меня президент любой страны это не двуногий человек, исполняющий работу и на которого безразлично, а в первую очередь лицо государства, которое подает пример всей стране. И видя новости о том, что данного человека находили обнаженным в трусах и посреди черт знает какого места, я уже испытываю отвращение к нему. Однако я, как человек, знающий людские пороки, вижу причины пьянства Ельцина в том, что он добрый человек и не настолько ужасный, каким кажется на первый взгляд. Его можно охарактеризовать как романтического песика-мечтателя, который верил в сказки про мир, дружбу и жвачку. Я уверен на все 100%, что совершая какие-то действия, порой губительные для страны, Ельцин думал, что сделает этим образом лучше. Он дружил с Соединенными Штатами и Западным блоком в надежде на их помощь. Он не развивал армию и пытался улучшить экономику, думая, что армия не сыграет роли, а эпохи войн давно позади. Он верил, что Россию ждет демократия, а страна станет неотъемлемой частью своеобразного золотого миллиарда, с прогрессивным обществом, с демократией и прочими плюшками. Но на то и существуют мечты, чтобы казаться сладкими как мед, ибо недостаточно чего-то желать. Нужны конкретные шаги и действия. Да спросил ли сам Ельцин тот же Западный блок о том, что нужна ли им единая Россия как потенциально сильный конкурент в их обществе, у которой сейчас множество проблем, и которые Западу, по сути, надо помочь решить. И на что он рассчитывал, угнав лучшие военные кадры в нищету, а также многих влиятельных людей, ученых, разных людей. И при этом, начав войну в Чечне, отправляя туда необученных срочников. Люди во многом-то и поддержали его, чтобы закончить кровавую бойню в Афганистане, но по сути получили Чечню.
Да и даже вспоминая то, как Ельцин передавал власть Путину, можно заметить, что он понимал, что именно Путин, как сторонник сильной власти, сделает Россию лучше. Осознавая это, он, по словам очевидцев, горько плакал за кулисами в своем новогоднем обращении и со словами «я сделал все, что мог», ушел в небытие, оставив чистым путь для более весомых политиков. Конечно, вы мне сейчас можете сказать, что Ельцин сразу же не взлюбил Путина и часто упрекал его за авторитаризм и отступление от демократии, что я сейчас как-то Путина нахваливаю. Но я согласен с вами, я соглашусь с вами, что вы правы. Однако, можно ли было ожидать чего-то другого от такой романтической натуры, как Ельцин? Лично я считаю, что в эпоху, когда трудное время, нет места каким-то там романтическим чувствам, ибо это проявление слабости, и что о прекрасном, о демократии, о свободе стоит говорить лишь с позиции силы. Но то, ребятки, мое мнение, потому не судите строго и ставьте лайк, если нашли в моих словах хоть толику истины. Я вообще считаю, что Ельцин — это своеобразный образ вдохновления для русской оппозиции, символизирующий несбывшиеся мечты о прекрасном. Это некий иссякший ручей, на который возлагались надежды, и это образец для многих в плане того, какой должна быть эталонная Россия оппозиционера с бело-сине-белым флагом. У каждого, конечно, свои вкусы и взгляды, и я буду рад почитать ваши суждения и мысли, и самую интересную из них я закреплю в комментариях под видео. А для того, чтобы быть в курсе моих новых видео, советую подписаться на мой канал. Спасибо, что досмотрел ролик до конца. Реально большое спасибо. Аривидерчи и до новых встреч!